Hello. Добрый день. Thank you for being patient and waiting. Спасибо за терпение, за то, что подождали. I think everybody knows it's always on the first day of March. It's always a little challenging for me. Всегда очень трудно впервые быть на каком-то мероприятии. Это такая сделать терпение. Can't hear anything? I know. You say we need to do our best. I'm trying. Maybe what you should do is come up with mine. Excellent. Better? That one's good? So, we're going to talk today about it's good that one. We're going to start today to talk about gin and how gins are different. Сегодня мы поговорим о джине, о его разновидностях. We start with botanicals. Начнем с ботаники. And one of the things that we understand, obviously, is that without botanical, what is gin? И понятно, что без каких-то растений джин не получишь. Without gin, botanicals, it's vodka. We have gin with botanicals. We have no botanicals, we have vodka. Одри говорит, что без каких-то растений у нас будет джин, а получится просто водка. Поэтому растения необходимы. But how do we know which gin to use for which cocktail? Но как мы узнаем, какой джин для какого коктейля использовать? One of the things that I do in my studies and with my bartenders То, что я обычно делаю с моими, когда обучаю своих барменов, is work very closely with them and to study individual gins and the way they taste, the flavor profiles. я изучаю вместе с ними различные виды джина, их особенности и особенности того, какой вкус они имеют. We spend, a new bartender will spend like 1 day or 2 days С каждым новым барменом мы проводим день или даже два с учебой. and we call running the gamut. A test, a big. Да, и потом, после этих дней, 2 дней, бармена ожидает что-то типа такого небольшого теста, небольшой проверки. So we start the bartender with Plymouth gin, Beefeater gin, Tanqueray, Gordon's, Hendricks, and an American brand, Junipero. Одри перечисляет разные виды джина, которые дают попробовать барменам Бифитер, Плимут и так далее. И бармен должен научиться их различать. First we taste the gins all by themselves. Сначала барменам дают попробовать джин в чистом виде. Then we make the gin sour with lemon juice for each. Потом для каждого делают смесь джина с лимонным соком. И тоже дают попробовать. Then we make a gin sour with lime for each. Потом они делают то же самое, только с соком лайма для каждого бармена, для каждого вида джина. Then we take the lemon and the lime and we add a dash of angostura. И потом они берут и лимон, и сок лайма, и сок лимона, и еще добавляют ангустуру. Then we try each gin lemon and lime with orange bitters. Потом они добавляют и лайм, и лимон, и также горькие настойки апельсиновые. We do each one with a lemon twist. Потом они добавляют лимон, And then with an orange twist. потом оранж твист. And this way the bartender has an understanding of each gin
with lemon, lime. И таким образом у бармена складывается понятие о том, какой вкус должен давать каждый из этих видов джина с той или иной добавкой. I had a very bad incident as a teenager. Когда я была в подростковом возрасте, у меня был не очень приятный случай. My friend had a house party. У моей подружки дома была вечеринка. I didn't understand measures. В общем, я не поняла, не смогла выпить достаточно, точнее, я выпила слишком много. So he took a pint glass, Она or a half-liter glass, взяла стакан на пол-литра and he filled up to here with gin. и налила очень много джина, вот примерно сколько показывает Одри, And here with grapefruit. и немножечко грейпфрутового сока. And the next thing I knew, И потом Одри поняла, что I wake up at 5 o'clock in the morning, следующее, что она помнит, как она просыпается в 5 часов утра на следующий день, head on the floor in the bathroom. на полу в ванной комнате. And I couldn't smell it again for 20 years. И Not smelled it. прошло уже 20 лет, и Одри до сих пор помнит этот ужасный запах джина, который когда она почувствовала. I think the problem with gin cocktails for many people Одри думает, что для большинства людей главная проблема, связанная с коктейлями на основе джина, is that the bartender's still learning about gin, so sometimes the cocktails are too much gin, too much. то, что многие бармены только учатся делать коктейли на основе джина, они только открывают для себя этот напиток и порой добавляют слишком много джина в коктейль. And you want to look at gin as like a dish, a plate of food. You want to look at it as an ingredient. И хочется, чтобы в коктейле джин был не как основное блюдо, а как лишь такое небольшое добавление. So the gin really helps all the ingredients together as opposed to being like gin. И джин является как бы связующим звеном между ингредиентами коктейля, он не должен быть основной как бы добавкой. So then my mentor, Dale DeGroff, taught me about gin. Учитель Одри, последний, Dale DeGroff. Дейл Декроф, он научил Одри, And I decided when I tasted a cocktail, a good gin cocktail, что когда пробуешь хороший коктейль с джином, revelation. это всегда какое-то открытие. And from that day, I decided that gin would be my. И когда Одри поняла, осознала это, она решила, что джин будет ее основной работой. But when we create gin cocktails, how do we know which to start with? Но когда мы делаем коктейли с джином, возникает вопрос, с какого джина начать, какой именно использовать. Again, this is where a bartender needs to start tasting. You have to taste gin like whiskey or vodka. You have to taste the different flavor profiles. Поэтому нужно пробовать джин точно так же, как водку или виски, и изучать как бы особенности того или иного джина. So we think of a bottle of gin. We think of the master distiller, when he creates the gin, he has a specific flavor in mind. Когда создается джин, то человек, который делает его, имеет представление о том, какой именно джин он хочет создать. То есть у него уже как бы в голове есть образ этого аромата, который он хочет впоследствии получить. That's when you learn what's in the bottle, how to work with it. The flavors can be like red sauce and white sauce. They're so different. Could be like tomato sauce and Alfredo sauce. Поэтому все джины, они очень различаются. Это как белый и черный, как черный соус, белый соус, как совершенно противоположные вещи. So when we think about the botanicals, we always say, okay, botanical. Think about gin
as if you were cooking. Думайте, поэтому мы говорим то, что в джине очень важно растение, очень важно как бы ботаника, поэтому расценивайте приготовление коктейлей на основе джина как своеобразную готовку, как будто вы делаете какое-то блюдо. So when you understand how a bottle of Beefeater is different than a bottle of Tanqueray or a bottle of Clement, you understand how to cook with it. Когда вы различаете разные виды джина, вы знаете, как, собственно, эти джины можно применить. So the question, when I say here, if you were going to cook a piece of steak or a piece of fish, Решить, какой джин вы будете использовать, это практически то же самое, что решить, что вы приготовите на кухне, стейк или рыбу. would you take the spices that you put on the beef? Возьмете ли вы те специи, которые используете при приготовлении мяса, Would you put it on fish? и неужели вы будете применять их при приготовлении рыбы? It would work because that would overpower the fish. Они не подойдут, потому что тогда у рыбы будет слишком яркий вкус. Точнее, наоборот, они наоборот перебьют этот вкус рыбы, вы не будете его чувствовать. So we craft cocktails in our bar. We have specific measures that we use for drink. В барах, как вы знаете, есть различные меры, которые мы используем при работе. So the sour, obviously, lemon or lime juice. Да. Саур — это лимонный сок или сок лайма. Но обычно добавляют 20-25 мл. Then we have the sweet, 25-30 ml. Да, есть сладкая добавка, которая обычно занимает в коктейле 25-30 мл. Then we have the strong spirit. И, собственно, алкоголь, крепкий алкоголь, который должен занимать с общим объемом 45-60 мл. Generally, if I'm using a sweet, if I'm using gum syrup, I have one measure. If I were to use something like Cointreau that has a high proof, I might cut back a little bit. То есть, когда я использую, например, один сироп, то он должен занимать один объем. А когда я, например, использую Cointreau, то он должен занимать другой объем, потому что это совершенно разные напитки. So there are a few things, factors that we have to keep in mind in our head when we're working with gin. Когда мы работаем с джином, есть несколько факторов, несколько критериев, которые нужно постоянно держать в голове. It can apply to other spirits. It could apply to whiskey. Те же самые принципы можно применить к другим крепким напиткам, к виски, например. So we have drinks that are soft, gentle. Да, есть напитки мягкие, Like we have aviation cocktail. коктейль наверное. So we have aviation and corpse reviver drinks. These drinks are supposed to be soft. Оба эти напитка должны быть мягкие. So when we work with ingredients that should be soft, Когда мы работаем с ингредиентами, которые предположительно должны быть такие мягкие, we want to use a gin that is lower alcohol. Тогда мы должны использовать джин с меньшим содержанием алкоголя. Yeah, like Gordon's or Как Гордонс или delicate gin. такие мягкие, деликатные виды джина сорта. Because if you use something too strong, Потому что если вы используете что-нибудь более крепкое, overpowering. тогда он собьет вкус других ингредиентов. Now it's the same. We think of a drink that's supposed to be strong. Теперь, что касается напитков, которые наоборот должны быть такие очень крепкие и яркие. And we know this when we look at the ingredients. We think about Negroni, even though it's not necessarily strong, the Campari is sharp. Вот, например, Негрони, да, несмотря на то, что этот напиток не должен быть обязательно очень крепкий, в Campari очень такой яркий вкус, поэтому
we look at last word, where the chartreuse is also very pungent. И в последнем коктейле тоже есть ингредиент. В общем, это очень такой тоже пикантный яркий вкус, который... So when we think about ingredients that we want to use, I want to use Ari, or if I want to use chartreuse, then I need a gin that can, we understand, complex, not a soft gin. Поэтому, так как такие яркие, крепкие ингредиенты используются в этих видах коктейлей, то джин тоже должен быть соответствующий, крепкий и очень такой насыщенный. The same with the white lady. This is a gin sour with Cointreau. Да, тоже еще один коктейль White Lady, где используется Cointreau, лимонный сок, и тоже должен быть подходящий к нему джин хороший, насыщенный. Even though Cointreau isn't as big as chartreuse or Campari, несмотря на то, что Cointreau не такой, не такой яркий вкус, как у Campari и Green Chartreuse, но you're still using, it's still aged, it's a high proof. все равно у него высокая крепость, поэтому... So we treat the Cointreau like the gin. Поэтому с Cointreau мы должны обращаться точно так же, как с джином. So the flavor is big, each drink is big. То есть все три коктейля, которые Одри сейчас описала, они все очень яркие, насыщенные, джин должен быть такой же. So when I think of these, and I look at that ingredient, I need a gin that is stronger, higher alcohol. То есть, еще раз, Одри повторяет мою мысль, что во всех вот этих насыщенных коктейлей она выбирает джин с большим содержанием, в общем, с большей крепостью. So this is an example of a soft drink and a cold drink. Вот перед вами два примера различных коктейлей, один из которых относится к более мягким, другой к более ярким, более алкогольным. So this is how you look at ingredients. They're the same here and here. Если вы сравните ингредиенты в нижней части, то увидите, что они одинаковые: джин, Cointreau и лимонный сок. But depending on the flavor, we know this is soft, these ingredients delayed or gentle, so the gin is gentle. Поэтому видите, что в верхней части, в первом коктейле, у нас ингредиенты такие мягкие, поэтому джин, который будет добавлен в нижней части, он тоже должен быть помягче. In this one we talked about, we know that even this is still a proof. So this is 60 mils, and that's another 30 mils. It's a lot. So this one is a bigger drink. А второй коктейль, там где джин будет 60 мл от общего объема, а Cointreau 30, мы понимаем, что это, в общем, напиток очень крепкий. So with this drink, I would choose Plymouth, and this drink I would use Beaker. И Одри говорит, что для первого коктейля она использовала Plymouth, а для второго Beaker. Plymouth is a very delicate gin partner. Она говорит, что Plymouth очень такой деликатный, мягкий джин. With lower alcohol. С меньшим содержанием алкоголя, чем Beaker. Beaker is a stronger gin. Beaker более алкогольный джин. The other thing that I understand and why I would use beer in this is because the botanicals in beer are a lot of orange and lemon peel. Еще также Одри говорит, что нам использован бифитер, потому что еще среди ингредиентов, которые использовались для изготовления бифитера, еще будет цедра лимона и также апельсиновая корка, поэтому они тоже очень такой яркий вкус дают. So I know that when I'm creating a drink with lemon or orange, like I have here, I know it's a good pick because it goes with those orange and lemon. Когда я создаю на основе, когда я
состоит коктейль на основе Куантро и лимонного сока. Я понимаю, что джин, который тоже был создан с применением лимона и апельсина, очень будет, кстати, очень подойдет для этого коктейля. So now we have 3 drinks we'll think of. We start with gin sour, with gin, lemons, and sugar. Ну, мы начнем у нас будет сейчас еще 3 напитка. Начнем с джин саур, в который входит джин, лимонный сок, лимонный сок, And syrup. да, и сахарный сироп. For this, if you have a guest who wants a gin sour, any gin is good because it gets to be, Ну, что касается этого коктейля, то тут подойдет любой джин, потому что его любят в разных абсолютно видах, и он хорошо в барах идет. But if now we go to different drinks, Но что касается других видов коктейлей, if we have these drinks, it's all gin sour, each one. So 3 drinks. See? то есть в этих трех коктейлей 3 ингредиента абсолютно идентичные. То есть джин, лимонный сок и простой сахарный сироп. But the difference with Tom Collins, Но чем Том Коллинз отличается от джин саур, so this has nice soda. в том, что туда добавляется содовое и лед. And the French 75 has champagne. И Френч 75 отличается тем, что туда еще добавляется шампанское. So if I'm going to make Tom Collins, I'm going to add club soda and I will dilute. И когда я делаю Том Коллинз, то я добавляю содовую, и это немножко разбавляет напиток. So if I dilute it, it's almost like you add water. И ну, что такое разбавление? Это то же самое, что если я добавила просто воды. I want to make sure that the drink can stand up. Но при этом мне нужно быть уверенной, что напиток из-за этого не потеряет свою крепкость, что он останется точно таким же, как и нужно. So while this drink would be any gin with any fruit, this drink I would go 95 proof. Одри говорит, что для первого она выбрала бы любой вид джина, как она уже говорила, а второй она бы добавила джин крепостью. Again, I would also think about the ingredients. 47-48 градусов. Okay, so 40% to 47.5%. So again, so for this could be anything. With this one, I see lemon juice. So I think, okay, lemon juice and a strong gin would be easier. Поэтому я смотрю, вот во второй коктейль, вижу, что у нас есть ингредиент лимонный сок, вижу, что мы будем разбавлять, поэтому нужно взять джин покрепче. Возьму я бифитер. If I were going to use lime juice, I would probably use Tanqueray. Но если я буду добавлять вместо лимонного сок лайма, то Одри я предпочту Tanqueray. Because we've learned from experience that beefeater does very well with lemon and Tanqueray does very well with lime. Потому что опыт показывает, что именно этот вид джина больше идет с коктейлями, которые один из ингредиентов, которых это сок лайма. With the French 75 is a different drink. Even though we are diluting with champagne, с последним коктейлем ситуация такая, что несмотря на то, что мы разбавляем все эти ингредиенты, стандартные 3 шампанским, champagne has a gentle alcohol. но нужно помнить, что шампанское это тоже алкогольный напиток, хоть не очень крепкий. It also has an earthier quality. Earthier, what's the aromatic? Earthier, like a terroir, like wine terroir, the earth. Mineral.
So because champagne is softer alcohol, Но так шампанское это более мягкий алкоголь. I would not use a strong gin Я не буду использовать здесь очень крепкий джин, because I want the gin to go with the champagne. потому что я не хочу, чтобы джин заглушил шампанское. Then there's something that we do I call an inverted cocktail. А теперь то, что я называю коктейли наоборот. Very interesting what we learned. I have a friend who's a food scientist. У Одри есть знакомый, который ученый. And what we learned about, we say we take whiskey with the water in it. И этот человек научил ее, что вот мы берем виски, добавляем туда воду. There is a reason why we put the water in it. We always say to open up. When we take a good whiskey and we put a little bit of water in, people say it opens up. Когда немного воды, небольшое совсем количество воды добавляется в виски, говорят, что вкус виски как будто открывается при этом. It releases flavor. И он выпускает свой вкус, свой аромат. So we use the expression with balloons. We lift the balloon, we have flavor in the balloon, but it's tight. Одри использует сравнение с воздушными шариками, что внутри воздушных шариков, допустим, есть вкус, но он сжат. But when we add water, Но когда мы добавляем туда шарик воды, imagine that the water is raining on the balloon. представьте, что вода не как бы сверху льется на шарики. So then the rain spreads the balloons apart. И эта вода, она заставляет шарики расширяться. And then all of the aroma, the flavor, И тогда весь аромат, весь вкус, он может испариться, может просто выйти. So many times when we want to create, say, I want to create a wine cocktail, or I want to create an aperitif cocktail. Когда Одри хочет создать какой-нибудь коктейль на основе вина или какой-нибудь аперитив, The wine or the aperitif has a low alcohol. эти напитки и вино, они имеют низкую, ну, в общем, они обладают низкой крепостью. So if we were to take the low alcohol and then add lemon juice, sugar, it becomes flabby, flat. Когда мы берем такие напитки, добавляем туда лимонный сок и сахарный сироп, то они становятся просто никакие, какие-то безвкусные. So sometimes what we'll do is we'll take a little bit of spirit and put the spirit into. И чтобы такие напитки получались хорошими, иногда следует добавить немножечко какого-нибудь крепкого алкоголя, буквально чуть-чуть. So, И тогда коктейль примет дальше. so if the drink did not have it, the drink would be like this. Если этого не сделать, то напиток будет очень неудачным. But if I add a little bit of gin or spirit, И если добавить туда какого-нибудь крепкого алкоголя или, например, джина, то коктейль буквально новыми красками заиграет. so these are two inverted. When I mean invert, normally this would be more than this normally. Вот два примера необычных коктейлей, о которых Одри говорит. Как вы знаете, что обычно крепкая часть, крепкие алкогольные напитки, они добавляются сверху, а здесь, как вы видите, они посередине. But in this instance, I want people to, this one I created so people could learn about alcohol. И вот это я сделала как то, чтобы люди узнали, чтобы поняли, как вот это, как такой коктейль приготовить. But the alcohol in alcohol is only 11%. Но вот этот алкогольный напиток, его крепость всего 11%. So I make the alcohol primary, but I add a little bit of gin to. То есть Одри делает
первый ингредиент основным, он добавляет немножко джина для того, чтобы раскрыть вкус первого ингредиента. So when you're working with wine-based cocktails or aperitif-based cocktails, always consider putting a little bit of stronger spirit in to give it lift. Поэтому совет тот же такой, что когда вы работаете с коктейлями на основе вина, с аперитивами, добавляйте немножко какого-нибудь крепкого алкоголя, к примеру, джина, для того, чтобы улучшить вкус. Then these are just little things, so you have like guidelines. Ну, это кое-какие такие подсказочки, которые вам Одри дает для того, чтобы вы это потом использовали. This was a drink that was a very simple drink I created for the Ritz Hotel in London. I call this the Earl Grey Martini. Это, вот, например, один коктейль. Earl Grey, like Earl Grey tea. Этот напиток называется, коктейль называется мартини Earl Grey. So Earl Grey Martini has gin, sugar, lemon. Вот ингредиенты такие, это мартини, джин, лимон и сок. And also has egg white. И яичный белок. I put the egg white in because after many lessons, Я решила добавить в этот коктейль яичный белок, потому что после многочисленных многих уроков, которые у меня были, my food scientist friend explained that if you work with tea, человек, мой друг, который является экспертом по еде, который изучает еду, объяснил мне, что когда имеешь дело с чаем, tea acts like a glass of red wine. Чай ведет себя так же практически, как и бокал красного вина, как красное вино. So when you have the glass of red wine, when you have red wine, the tannins make your palate tired. So tannins in tea and red wine. Да, то есть Одри объясняет, что когда эти вещества, танины, которые есть как в чае, так и в вине, они нейтрализуют белок, который содержится в яйце. So if this drink did not have the egg white, you would get very tired drinking it. То есть, если бы вы пили этот коктейль без чая, тогда бы вы быстро утомились его пить, то есть он оказался каким-то горьким и неприятным на вкус. But the actual scientific reaction is that the reason why you put milk or egg in tea is because the protein in the egg binds with the tannin. То есть смысл того, что добавляете, например, молоко в чай, это заключается в том, что белки, они соединяются с танинами. So they bind before you drink it. То есть они связываются, соединяются прежде, чем вы пьете. So because they bind, it's good because then you can drink more of them. Так как они соединяются, это позволяет вам выпить гораздо больше этого напитка, чем вы бы выпили, если бы это не происходило. So many times when we create a tea cocktail, we will use an egg white in there. Поэтому совет такой: каждый раз, когда вы делаете коктейль на основе чая, добавляйте туда яичный белок. So now we're review. We look back. We want to create a. Итак, собственно, что мы сегодня с вами узнали? Давайте еще раз посмотрим. So we have to think about what do I want to do. То есть первое, что вам нужно решить, это какой коктейль я хочу сделать, что, собственно, мне нужно сделать. Say sour or aromatic. Такой более кислый или более сладкий, ароматный. Maybe aromatic, either shake it or stir. Собственно, что это будет за коктейль? То есть будете его взбалтывать или просто перемешивать? Is the drink soft or
Какой должен быть коктейль? Более мягкий, более алкогольный или менее алкогольный? Do you want to do an aperitif drink Хотите вы сделать аперитив or tea? или коктейль на основе чая? Do you want a gentle drink or do you want something sharp? Хотите, чтобы эффект после выпивания этого коктейля был мягкий или чтобы эффект был посильнее? Do you want the flavor fruity, like pineapple, or dry? Хотите, чтобы коктейль был более сухой или более фруктовый, например, с нотками ананаса? You want either up rocks or pure crushed ice? Какой лед вы будете использовать, дробленый или в кубиках, или просто вообще без льда? Will we dilute it and Будем ли мы его разбавлять или нет? with soda, champagne, Чем мы будем его разбавлять? Содой, шампанским juice? или соком? Will we put egg or cream in? И в конце концов, будем ли мы туда добавлять яйцо или сливки? So this is what you think of when you start an idea. Вот о чем нужно думать, что нужно принимать в расчет, когда вы задумываете новый коктейль. This is just a list of it's just ideas when we were creating. Which ones do you work with? Вот просто небольшой список некоторых ингредиентов, которые вы можете использовать для создания коктейлей. Просто кое-какие небольшие подсказки. Many times when I create a drink, I have an idea in mind. It might be a new ingredient I want to focus on. Каждый раз, когда Одри создает новый коктейль, она хочет выбрать какой-нибудь ингредиент, который будет основным, который нужно выделить как бы в коктейле. It could be an interesting herb or spice. Это может быть какая-то интересная трава или какие-то специи. So if I were going to take an herb and create a drink, Если, например, беру какую-нибудь траву, пряность, I would have to put that like in the middle and work around it. поэтому я сделаю этот коктейль основным, как бы поставлю его, пусть не коктейль, а этот ингредиент будет у меня основным, и я буду уже создавать свой коктейль как бы вокруг него, подбирать все ингредиенты в соответствии с этим основным. Again, we have two more comparisons of a soft drink and a strong drink. И еще одно сравнение. Снова противопоставляются два коктейля, более менее алкогольный и более алкогольный. Aviation should be gentle, and last word is big. Будет два коктейля, один более нежный, менее алкогольный, а второй более алкогольный и более такой яркий, крепкий. So this one is interesting because there's another factor here. Look, these both have maraschino. У этих два коктейля интересно тем, что в обоих присутствует мороскино, ингредиент мороскино. So this maraschino is soft and this maraschino is very bold. Если первый очень нежный, то второй наоборот, крепкий и яркий. This drink uses the very bold maraschino because it has to stay in place with chartreuse. И во втором коктейле используется более яркий мороскино, потому что ему нужно сочетаться вот с последним ингредиентом, нужно ему соответствовать. This drink, because we know aviation is softer, so we use a softer maraschino. И так как мы знаем, что первый коктейль он более мягкий, поэтому и, соответственно, мороскино мы используем тоже менее крепкий, менее алкогольный. And then based on those, we decide which gin. И принимая во внимание эти факторы, мы решаем, какой джин мы будем использовать в первом или во втором коктейле. So here, because this is soft, I would either use maybe Gordon's or Plymouth. В первом, так как он более мягкий, мы будем использовать Plymouth или Gordon's. And here I would use Tanqueray. А во втором Одри используем Tanqueray. Because here, this has lime juice, and lime juice is very good with Tanqueray. Так как тут присутствует сок лимона, который с этим типом джина очень хорошо идет. Also because Tanqueray is 47.5% stronger. И потому что крепость этого вида джина 47%.
Now we get into the idea of which gin. We look at gin and tonic. Теперь давайте посмотрим, какой джин использовать в просто смеси джин-тоник. So now we have different variables, not just gin. Теперь мы понимаем, что у нас есть разные варианты. У нас есть не просто джин, а разные его марки, разные его типы. I will look at what kind of tonic water. Поэтому нам нужно выбрать соответствующий тоник к этому джину. I know Schweppes is a bigger flavor. Мы знаем, что тоник Schweppes, он более ароматный, более богатый. And then we have a brand like Fever Tree, which is a softer tonic water. А есть тоник под названием Fever Tree, который более мягкий. So if I were to make a gin and tonic using Fever Tree, если я буду делать джин-тоник, используя Fever Tree, I would go Plymouth or I would go Gordon's. Я выберу Plymouth или Гордонс для такого джин-тоника. Because those gins are softer and it goes with softer. Поэтому это более мягкий вид джина, и он лучше идет с более мягким тоником. If I were going to make a Tanqueray tonic with Tanqueray, если я буду делать джин-тоник на основе Tanqueray, I would garnish with lime. и я добавлю еще лайма. But if I'm making a gin and tonic with beefeater, А если я буду делать джин-тоник с бифитером, I garnish with lemon. я добавлю лимон, украшу лимоном. Because they are better matched. Потому что так лучше. If I were Потому to что они лучше use, друг подходят. it's a new gin 24, and if 24 has it has green tea in it and it has grapefruit peel in it. И In the botanicals. 24, Одри говорит, какие ингредиенты входят туда, подсветки. Grapefruit peel. Там присутствует цедра грейпфрута. So what I would maybe do with this, I know this gin is also 47%. Я должна учитывать, что в крепости этого джина тоже 47%, поэтому я But what I might do with that one, since I know there's grapefruit peel in it, я знаю, что в этом, когда делают этот джин, используют цедру грейпфрута. I would garnish with a piece of grapefruit. Поэтому украшу такой джин-тоник только грейпфрутом. And maybe a dash of grapefruit bitters. И It's all right. Okay, good. We have one. Yep. Another idea for a drink is to use bitter lemon instead of tonic. Instead of tonic water, we could use bitter lemon. да, также Одри говорит, что вместо тоника можно использовать битерлемон. And add and then add additional syrup. Now we talk about martini. Теперь мы поговорим о мартини. Martini is very personal. Мартини — это такой напиток, который каждый любит пить по-разному. То есть у всех разные предпочтения и понятия относительно него. So if I have a guest at my bar, it's his decision or her decision which gin. Поэтому, когда ко мне приходит в бар гость, то он сам решает, какой добавить в мартини джин, это его выбор. But it also depends on not just the gin you use, Но также это зависит не только от того, какой вы используете джин. you would also want to learn about the different vermouths. Еще важно, какой вермут будет присутствовать в коктейле. Because vermouth has as many botanicals in as gin does. Потому что в вермуте столько же различных, при приготовлении вермута используется столько же различных трав, растений, как и при приготовлении джина. So you want to make sure that the vermouth can also match the gin. Поэтому нужно всегда быть уверенным и нужно удостовериться, что тот или иной вермут будет подходить к тому или иному джину.
There's drinks that we do. We have 50-50, half-half. В тех напитках, которых мы готовим, и мартини, и вермут. So if I make a 50-50, half gin, half vermouth. Да, то есть если я хочу, чтобы он, я добавляю половину джина, половину вермут. I want to know which vermouth. So if I use Tanqueray, I would use Royal Crab. Поэтому, когда я готовлю коктейль, я, например, знаю, что я добавлю Tanqueray, тогда я использую вермут. Royal Crab? It's one of the martini crabs. It's a dry vermouth, French vermouth, but has a very prominent herbal botanicals in the vermouth. Вермут с очень насыщенным таким травяным вкусом. Assorted botanicals. But if I were to make a 50-50 with Plymouth, which is softer, если мне нужно добавить 50 на 50, и одной части будет then I would pick a vermouth, like this one called Dolden, which is very soft. тогда я добавлю другой вид вермута, который очень мягкий. Dolden, D-O-L-I-N. Долан. Or just a gentle. Который более мягкий, такой тип вермут. Then the rest is subjective. So this is one idea for me, like when I think of creating a drink. Вот тоже некоторые идеи, которые используют, когда делаю свои напитки. Некоторые варианты. Here we had two drinks. Which one? Ginger. Just have it right now. Вот у нас есть два напитка. В обоих присутствовало мирное пиво. So I created this drink, which is the ginger mule, which is. Первый напиток ginger mule. And the idea for this came from mule and mojito. И этот напиток это что-то среднее между Moscow Mule и мохито, то есть идея получилась вот так, на основе этих двух. So I took the idea for the base from the mojito and rum, sugar, lime. Из мохито я взяла ром, сироп сахарный и сок лайма. And mint. И также мяту еще. When gin, sugar, lime, and mint. И добавила джин, и добавила просто джин к этим ингредиентам. And then I took the idea for the ginger from the Moscow Mule and put it in. А из коктейля Moscow Mule я решила взять имбирное пиво и добавить его в свой коктейль. Now, one of the things that I've learned in my studies is that ginger is, it's very strong. И один факт, который я узнала, когда во время моего обучения, во время того, как я училась делать коктейли, это то, что имбирь это очень такой яркий ингредиент с очень ярким вкусом. So if we use the soft gin, black. Поэтому если мы используем с ним менее алкогольный и менее яркий джин, то коктейль будет неудачным. So I have also lime juice in this, so I needed strong gin that would go with lime. А также потому, что я использовала в этом коктейле сок лайма, то джин тоже нужно было взять подходящий, более крепкий. So we have that. Then we had another drink here, French Pearl. Итак, есть еще один коктейль, который тоже перед вами сегодня. French Pearl, французская жемчужина. And now it's vegan. 4 ингредиента такие же, как ginger mule. So both have lime, both have sugar. Также тоже есть сок лайма, сахарный сироп. Both have gin. Тоже джин и мята. Both have mint. But the difference now is that I wanted to work with Pernod. Но теперь разница заключается в том, что вместо имбирного пива Одри использовал Pernod.
Because Pernod is very earthy and aromatic. Потому что это очень ароматный напиток. I wanted a warm gin, not too strong. Хотела такой крепкий джин хотела использовать Одри в этом коктейле. More aromatic. Более ароматный, менее крепкий. So that's why I chose Plymouth here, because again. Поэтому здесь Одри выбрала Плимут. So we have that, Plymouth goes with that, and so the whole drink is also a softer drink. Поэтому все ингредиенты здесь как бы уравновешивают друг друга, и получается очень мягкий и приятный коктейль. Вопросы? Возможно ли использование каких-либо овощей или фруктов для лучшего выражения джина в каких-либо коктейлях? И какие это фрукты и овощи? So Audrey, can you use any fruit or vegetables? So can any fruit or vegetables be used in cocktails with gin? Oh yeah. So I chose these because I like to work with herbs and aromatics. Вот я вообще выбрала джин как свою основную деятельность, потому что ей, в принципе, нравится работать с различными травами и специями. If I were going to work with a gentle fruit like maybe peach or apricot. Если Одри работает с такими вкусными мягкими фруктами, как, например, абрикосы или персики, would you use softer gin or stronger? Как вы думаете, какой лучше выбрать джин? Менее крепкий, более крепкий? Because the peach and the apricot is soft. Потому что, собственно, персики и абрикосы, они мягкие. You want a softer gin. Поэтому выбираем более мягкий. This would be two. If the same with an aggressive fruit. То же самое с такими более агрессивными фруктами. Grapefruit is pungent, it's sharp. Например, грейпфрут, он такой более кисленький, такой пикантный. So if I were using grapefruit, I might use a sharper gin. Поэтому если мы берем грейпфрут для своего коктейля, то и джин тоже можно взять более крепкий. Ваш самый любимый аперитив коктейль на основе джина? Ваш любимый аперитивный коктейль на основе джина? What's your favorite aperitif cocktail with gin? Do I have a hangover? Is it Friday night or Sunday? Ну, Одри хочет, чтобы вы уточнили, по какому поводу будем пить этот коктейль. В пятницу вечером или еще когда-то. От этого будет зависеть ее выбор. Am I having cheese and crackers? Am I having cheese and crackers? I'm so sorry. So am I eating cheese and crackers, or am I eating Thai food? Одри говорит, от этого будет еще зависеть от того, что она кушает. Например, сырные крекеры или еще что-нибудь другое. Даже еда тоже имеет значение. Что ты кушаешь с этим коктейлем? If I'm having something before dinner, maybe if I'm having a cheese and cracker, I might want the martini. Если она, например, кушает какой-то перекусывает просто перед ужином и кушает крекер сырный, то она может взять просто какой-нибудь коктейль, мартини, например, на основе мартини что-нибудь. If I'm having like spicy Thai food or Chinese food, Если она кушает какую-нибудь острую еду, японскую, китайскую или тайскую, I might want the ginger mule. It's also spicy. поэтому тогда она может выпить что-нибудь типа вот ее коктейля Ginger Mule, который тоже очень такой, много специй в нем.
Or I might want to counteract the Chinese food with a fruity drink. Если она хочет, чтобы был такой контраст в ее еде, то она может наоборот выбрать к японской, к китайской или тайской еде что-нибудь такое более фруктовое, какой-нибудь фруктовый коктейль. If it's Sunday morning and I have a hangover, А если суббота, если это воскресенье, утро, и если у вас вдруг похмелье, I might have the French 75 with a little apricot liqueur. то можно выпить коктейль French 75, французский 75. Or corpse reviver. Or a corpse reviver. Или corpse revival. Anybody else? Еще вопросы? Thank you. Thank you very much. Спасибо. Appreciate it.